Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны. И сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий, поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! С наступающим Новым Годом вас, или уже с наступившим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Продолжайте также смотреть наш канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну, а на такой новогодней атмосфере я продолжаю читать заключительную главу книги «Трагический январь». Глава 22. Глобальный шторм. Жизнь проще не становится. Сначала пандемия, затем экономический кризис, который развивается на наших глазах. Конечно, экономические задачи на первом месте. Я расспрашивал президента и о его планах. Услышал от вас фразу о необходимости развития несырьевого экспорта. Это звучит всегда сильно, когда речь идет о стране, располагающей такими природными богатствами. Что вы имеете в виду? Это диверсификация экономики. Конечно, слово красивое. Разнообразить нашу экономику, разнообразить наш экспорт. Но на самом деле я полностью осознаю, что это непросто, поскольку конкуренция на международных рынках очень высока. Казахстану, несомненно, повезло. Мы обладаем значительными природными ресурсами. Сейчас начали подниматься цены на сырьевые товары. Я правительству говорю, это наш последний шанс. Если мы сейчас не разнообразим нашу экономику, не сделаем ее современной, не внедрим цифровизацию и не разнообразим наш экспорт, не поборемся за места на международном рынке, то у Казахстана будет очень тяжелое будущее. Поэтому сейчас мы должны приложить все усилия и работать на то, чтобы сделать экономику Казахстана модернизированной и трансформировать вслед за этим всю страну. Я обратил внимание, вы принимали представителей Европейского банка реконструкции и развития, крупных промышленных групп и разговаривали о развитии здесь зеленой энергетики. Тоже неожиданно для руководителя страны, у которой столько природных богатств. Это веление времени. 70% энергобаланса Казахстана – уголь. В одночасье мы не сможем отказаться ни от угля, ни от нефти, ни от других природных ресурсов. Но стремиться к этому надо. Сейчас доля альтернативной энергетики в нашем энергобалансе не более 3%. Я ставлю задачу вначале достигнуть 15%, а затем перейти к тому, чтобы достичь 50%.
а в 2060 году стать полностью декарбонизированной экономикой. Здесь упрощать задачу ни в коем случае нельзя, но заниматься зеленой экономикой абсолютно необходимо. Как президент и человек я очень чувствительно отношусь к вопросам экологии, и поэтому серьезно занимаюсь ее озеленением. Я поставил задачу посадить в Казахстане 2 миллиарда деревьев. Правда, мне говорят, где вы найдете столько саженцев? Я говорю, найдем. Казахстан, в отличие от России, не лесная страна. Мы должны более бережно относиться к нашему зеленому фонду. Тем более впереди еще один вызов – нехватка воды. Мы сейчас договариваемся относительно рационального использования воды, чтобы мы в регионе могли делиться водными ресурсами. Я на эту тему постоянно разговариваю с Си Цзиньпинем, потому что географически так сложилось, что верховья основных рек находятся в Китае, а низовья у нас. Китай экономически очень бурно развивается и, естественно, забирает очень много воды. Но надо отдать должное китайцам. Они внедряют современную технологию и экономят воду. В этом плане нам есть чему у них поучиться. Я ставлю такие же задачи. Давайте внедрять цифровизацию в наш водный сектор и экономить воду, в том числе и на бытовом уровне. Но мы же привыкли, если краны текут, это никого особо не волнует. Я 2,5 года жил в Женеве, где столкнулся с тем, что нужно очень серьезно экономить воду и очень экономно пользоваться газом. Поскольку приходит счет, и его нужно оплатить в тот же день. В противном случае на следующий день или через день придется оплатить пеню, штрафы. Мы к этому еще не привыкли. И в России, и у нас в 35-градусные морозы форточки открыты в домах, и люди ходят в чем-то легком, а на Западе этого нет. Выступая на саммите ООН по продовольственным системам, Токаев говорил: Казахстан – активный участник мировой цепочки поставок продовольствия, привержен экологизации и устойчивому развитию аграрного сектора. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 миллионов тонн пшеницы в год. Мы также нарастили экспорт масляничных культур до более чем 1 миллиона тонн. Тем не менее, производственная система должна обладать экономической, социальной и экологической устойчивостью. Казахстан расположен в зоне рискованного земледелия и подвержен влиянию засушливого климата. Водный потенциал страны на 40% зависит от притока воды из соседних стран. Токаев. С целью добиться более эффективного использования земельных и водных ресурсов мы принимаем меры по повышению плодородия земель, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации водопроводящих систем. Вопросы, связанные с продовольственными системами и управлением водными ресурсами, включая использование трансграничных рек, неразрывно связаны между собой. Это должно быть отражено в соглашениях о производственных системах. Вот что еще я спросил президента. Вы намерены создавать туристическую зону в Казахстане? Куда и когда приезжать на отдых? Казахстан невероятно разнообразен с точки зрения туристической привлекательности. У нас столько географических зон, горы, степи, каньоны. Мы сейчас открываем университет туризма. Один уже открыли на юге, в Туркестанской области. В столице будет университет развития туризма. Говорим туризм, а это целая профессия. Упрощенно подходить к этому нельзя. Развиваем и отдельный бизнес. Этому делу тоже надо учиться. Это тоже одно из приоритетных направлений моей работы в качестве главы государства. Экономика Казахстана нуждается в международной кооперации. Заметно, что экономические и внешнеполитические интересы государства совпадают. Что такое многовекторность казахстанской политики на практике? Она родилась 3 десятилетия назад. Касым-Жомарт Токаев в марте 1992 года мне в качестве заместителя министра иностранных дел довелось принять участие в консультациях в Москве. В повестке дня, по сути дела, был один вопрос – лишение ядерного статуса 3 новых независимых государств. После распада Советского Союза Казахстан стал обладателем 1216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и для тяжелых бомбардировщиков. Арсенал республики превышал ядерное вооружение Англии, Франции или Китая. На территории Казахстана находилось 148 шахтных установок для запуска межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования,
Р-36М УТТХ. Они больше известны как СС-18 или «Сатана». Так их именовали в натовских странах. Самые большие и самые мощные из межконтинентальных баллистических ракет. Независимый Казахстан получил в наследство от Советского Союза не только готовое ядерное оружие, но и всю производственную базу для испытаний, модернизации и производства оружия массового уничтожения. Казахстан располагает четвертью разведанных мировых запасов урана. В советское время республика поставляла атомному комплексу страны 85% урана. Весьма влиятельные люди полагали, что страна должна сохранить ядерный потенциал. Казахстан только начал свой исторический путь как самостоятельная страна. Ядерный арсенал казался ценным капиталом. Прежде всего, бомба – самое надежное средство обеспечения безопасности молодого государства. Более внушающего страх сдерживающего средства не придумано. Москва делала все, чтобы соседи отказались от ядерного оружия. Российская дипломатия настаивала на том, чтобы Казахстан, Украина и Белоруссия сразу же заявили об отказе от ядерного статуса. Токаев. Переговоры, в которых приняли участие и представители оборонных ведомств, протекали не так гладко, как этого хотелось бы российским дипломатам. Москва настаивала на включении в итоговое заявление положения об отказе Казахстана, Украины и Белоруссии от ядерного статуса. В этих условиях были проведены сепаратные консультации между представителями трех стран. По моему предложению, Казахстан, Украина и Белоруссия заняли отрицательную позицию в отношении российского предложения. Проблема должна решаться на более высоком уровне с привлечением всех ядерных государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН. В ходе бурных дискуссий была достигнута компромиссная договоренность. Все три государства наделялись статусом временно обладающих ядерным оружием. Считаю, что это был значительный успех казахской дипломатии, делавшей первые шаги на международной арене. Решение этого сложного вопроса открывало путь к дальнейшим переговорам со всеми влиятельными государствами на самом высоком уровне. Переговоры по ядерному вопросу начались без всякого промедления. Уже в мае 1992 года президент Назарбаев был приглашен с официальным визитом в США, где он провел очень важный обмен мнениями со своими старыми знакомым, президентом Джорджем Бушем. Конечно, ядерная проблематика присутствовала в повестке дня переговоров, но главное состоялось в том, что была достигнута принципиальная договоренность по всему комплексу сотрудничества с этой глобальной державой. Именно тогда, считает Токаев, и были заложены принципиальные основы внешней политики страны. Визит положил начало не только казахстанско-американским отношениям, но и нашей знаменитой многосторонней, сбалансированной или, как принято ее называть, многовекторной дипломатии, которая впоследствии доказала свою практическую ценность и была признана наиболее адекватной потенциалу Казахстана. Если говорить конкретно, то во время переговоров в Вашингтоне произошла своеобразная сделка – отказ Казахстана от ядерного статуса в обмен на политическое признание молодого государства, широкое экономическое сотрудничество и помощь ему на международной арене. В мае 1992 года Казахстан подписал Лиссабонский протокол, присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия, официально превратившись в безъядерное государство. Подписание этого документа состоялось в португальской столице под неусыпным контролем государственного секретаря США Джеймса Бейкера. Отнюдь не все в Казахстане считали отказ от ядерного арсенала правильным. Оставить у себя ракеты было крайне соблазнительно. Статус ядерной державы грел душу. Одно это превращало Казахстан в великую державу. Любят или не любят ядерное государство, но с ним на мировой арене вынуждены считаться. Токаев. Критики ставили под сомнение правильность курса на ядерное разоружение Казахстана. Дескать, поспешили, надо было выторговать более выгодные условия. Абсурдность подобного рода рассуждений совершенно очевидна. О какой торговле можно вести речь, если Казахстан своим решением обеспечил беспрепятственное вхождение в общество цивилизованных государств и заявил о себе как о зрелом, надежном и ответственном партнере? Нельзя забывать, что ядерные амбиции могли дорого обойтись Казахстану и свести на нет перспективы его существования как независимого государства. Наш народ, так долго стремившийся к независимости, мог оказаться в международной изоляции,
что полностью противоречило бы нашим национальным интересам. Казахстан, попав в компанию стран-изгоев, не смог бы воспользоваться преимуществами широкого международного сотрудничества. Никто не рискнул бы направить инвестиции в государство, пользующее плохой репутацией в мировом сообществе. Поэтому трудное решение президента Нурсултана Назарбаева о присоединении Казахстана к клубу безъядерных стран было абсолютно правильным и в долгосрочном плане способствовало укреплению международных позиций нашего государства. Не будет преувеличением сказать, что испытания на зрелость и ответственность Казахстан как молодое независимое государство с честью выдержал. Наша страна обрела хорошую международную репутацию. Еще будучи министром иностранных дел, Токаев подчеркивал: Казахстану, находящемуся в центре животворных артерий Евразии, сама судьба предначертала вести так называемую многовекторную политику. Замыкаться на одной стране, пусть очень крупной или влиятельной, для нас было бы неразумно и попросту контрпродуктивно, ибо противоречило бы нашим стратегическим интересам. Казахстан настолько огромен в географическом отношении и важен с точки зрения геополитики, что одномерная внешняя политика была бы совершенно неадекватной его потенциалу. Так что такое многовекторность внешней политики? Союзнические отношения с Россией, сотрудничество и добрососедство с Китаем, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, интеграция со странами Центральной Азии, взаимовыгодные связи с Европейским Союзом и государствами Азии. Какова нынешняя внешняя политика страны? Я спрашивал президента. Казахстан геополитически где находится на карте? Не географически, а геополитически, как вы его видите? Токаев. Я бы назвал Казахстан типично евразийским государством. Чисто азиатским государством Казахстан называть трудно, как, впрочем, и чисто в виде европейским. Казахстан слишком большое государство и слишком важное с точки зрения наличия природных ресурсов, наличия естественных геополитических интересов. Поэтому многовекторная сбалансированная внешняя политика вполне подходит для Казахстана. Конечно, условия постоянно меняются, в мире происходят сложные процессы, поэтому Казахстан в рамках своей широкой сбалансированной политики определяет собственные приоритеты. Что касается приоритетов, то неоспоримым приоритетом нашей внешней политики должно быть сотрудничество и союзничество с Российской Федерацией. Я как президент уделяю большое внимание этому направлению внешней политики. Можно сказать, постоянно работаю над ним, поскольку без России Казахстан и экономически, и политически трудно себе представить. Конечно, мы хорошо понимаем, что и России без Казахстана будет трудно. То есть здесь мы имеем совпадение абсолютно естественных геополитических интересов. Поэтому против такого магистрального направления ни в коем случае идти нельзя. Для Казахстана отношения с Россией, причем отношения, основанные на добрососедстве и взаимовыгодном уважении, абсолютно естественны и необходимы. Казахстан находится рядом с двумя гигантами. С одной стороны Россия, с другой Китай. Все большие государства хотят, чтобы соседи и друзья ориентировались больше на них. Как себя в этом смысле ощущает Казахстан? Тем более вы принадлежите к редкому числу людей, которые и Россию прекрасно знают, поскольку вы работали в Москве, и вы блестящий синолог, работали в Пекине. Как вам сосуществуется с двумя гигантами? Мне кажется, что Казахстану повезло с соседями. Россия и Китай – это постоянные члены Совета Безопасности. В военном отношении Россия является очень мощным государством, которое во многом определяет современный миропорядок. Я уже говорил о том, что ни одна ключевая международная проблема в настоящее время не решается без России. Это вполне естественно. Что касается Китая, то это вторая экономика мира, которая в скором времени может стать первой. Это абсолютно современное государство с точки зрения развития технологий. Поэтому я думаю, что Казахстану нужно сотрудничать в приоритетном порядке и с Россией, и с Китаем. У нас есть договор о дружбе и сотрудничестве с КНР. Во время своего визита в Китай я подписал декларацию о долговременном стратегическом партнерстве и добрососедстве. От этой политики мы отказываться не будем. Сейчас говорят о новой холодной войне. Вы ощущаете эти ледяные ветры? Дело в том,
что против России применяются санкции. Сейчас мы являемся свидетелями резкого обострения взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Конечно, даже косвенно мы ощущаем последствия этой конфронтации, прежде всего с точки зрения экономического развития. Тем не менее, Казахстан придерживается, как я уже сказал, сбалансированной, миролюбивой политики. Поэтому мы не участвуем в этой конфронтации. Мы, напротив, выступаем за то, чтобы между глобальными державами был найден общий язык в интересах всего мира. Крайне важно ладить с соседями. Деление Центральной Азии на государства не точно соответствует этническим границам. Узбеки живут в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Туркмении, казахи в Киргизии, в Узбекистане, таджиков много в Узбекистане. В этом регионе сосредоточены огромные богатства, которых с лихвой хватило бы на то, чтобы устроить жизнь всех 5 республик. В Узбекистане самая крупная на земле золотая шахта дает в год 50 тонн золотой руды. В Таджикистане самые большие в мире запасы серебра. В Казахстане нефтяные месторождения, которые могут соперничать с аляскинскими, плюс 4-я часть разведанных мировых запасов урана. Туркмения занимает 4-е место в мире по запасам природного газа. Президенты Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана встречаются, подружески беседуют, но решение о реальном взаимодействии принять не удается. Как гласит китайская пословица, спят в одной кровати, но видят разные сны. Долгое время все дороги пересекались в Центральной Азии. В последние годы за влияние в регионе борются Турция, Иран, Индия, Запад. И все налаживали контакты с Казахстаном. Я спрашивал президента Токаева: вы по-прежнему уделяете внешней политике особое внимание? Вы один из первых руководителей, кто встретился с новым президентом Ирана. Скажите, какие у вас впечатления? Вы по-прежнему... Впечатления, естественно, положительные. Мы имели очень продолжительную беседу. Конечно, с точки зрения мировоззрения и стилистики поведения он разительно отличается от своего предшественника. Это первые походы, первые контакты. Я думаю, что нам нужно присмотреться друг к другу. Тем более Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества ШОС, очень авторитетной международной площадки. Поэтому Иран для Казахстана тоже очень важная страна. Иран является соседним государством для нас через Каспий. Мы заинтересованы прежде всего в экономическом сотрудничестве, о чем говорил президенту Ирана. Мы с интересом наблюдаем за событиями вокруг этой страны, за переговоры по ядерной программе. Вы знаете, что часть переговоров проходила здесь, в столице Казахстана, по нашей инициативе. Я сказал, что если в этом есть необходимость, Казахстан предоставит свою территорию в порядке доброй воли. Касым-Жомарт Токаев поехал в Тегеран. После переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси заявил, к сожалению, Ибрагим Раиси разбился на вертолете, сейчас там уже новый президент. Иран – колыбель древней цивилизации, один из важных партнеров Казахстана в исламском мире. Выдающийся Фирдауси в своей книге «Шахнаме» писал, что Иран и Туран, так в классической иранской литературе обозначалась Центральная Азия, объединяет общая судьба на Великом Шелковом пути. Великий казахский поэт Абай хорошо был знаком с произведением Саади, Джами и Руми. Наши связи продолжаются на протяжении веков. Мы должны и далее развивать это сотрудничество. Тем более мы дружественные соседи, живущие у берегов Каспийского моря. А наша история, культура и традиции имеют много общего. Многие казахи в трудные годы голода нашли кровь на гостеприимной иранской земле. Мы всегда будем помнить и благодарить за это и благодарны за это всему иранскому народу. Президент Казахстана назвал важным достигнутую договоренность по полному использованию транзитного потенциала между двумя странами. Сегодня иранские компании успешно работают в Казахстане в сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортируя свою продукцию за рубеж. Очевидна роль совместной межправительственной комиссии в укреплении двухсторонних экономических связей. Мы планируем создание совместных торговых палат. Кроме того, мы ввели для граждан Ирана 14-дневный безвизовый режим.
Я спросил президента: «Афганистан для каких-то государств очень далекая территория, а для вас достаточно близкая. С нашей точки зрения, можно ли ожидать возникновения какой-либо реальной опасности для центральноазиатских государств, или это будет их внутренняя проблема?» Вы правильно заметили, что Афганистан очень близкое для нас государство. Из Алма-Аты до Кабула час с небольшим лета. Хотя у нас нет единой границы, мы очень сильно обеспокоены по поводу возможности возникновения террористических проявлений с территории Афганистана, плюс наркотрафик и прочее. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь стабильные отношения с нынешней администрацией Афганистана, поэтому я отправил в эту страну своего специального представителя по международному сотрудничеству. Он доставил гуманитарную помощь – 5000 тонн пшеницы. Это лишь первая партия и лишь первое проявление нашей доброй воли в отношении народа Афганистана, который сейчас очень сильно страдает. Кроме того, мы продлили студенческие визы для афганских студентов по их просьбе. Более 200 студентов из Афганистана находились на территории нашей страны. Мы открыли коридор для эвакуации женщин, которые занимали государственные посты, были членами парламента Афганистана. Они были переправлены в третьи страны. Мы предоставили свою территорию для размещения сотрудников Организации Объединенных Наций, которые в срочном порядке были эвакуированы из Афганистана. Я принял такое решение в ответ на обращение Генерального секретаря ООН. То есть, наше участие в решении проблемы Афганистана очевидное и конструктивное. С другой стороны, нам нужно определиться по признанию или непризнанию режима талибов. Не следует забывать, что в свое время Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой талибы являются экстремистской террористической организацией. Вот как выйти из этой ситуации. Единства в Совете Безопасности, как мы видим, нет, и это очень печально. Тем более мы были свидетелями раскола Совета Безопасности по целому ряду проблем, включая сирийский кризис. Надеюсь, и я уже об этом говорил в своих публичных обращениях, что члены Совета Безопасности, речь идет о пятерке, все же найдут общий язык в том, что касается Афганистана. Казахстан – инициатор создания исламской организации по продовольственной безопасности, в которую входят 36 стран, с совокупным населением порядка 1,5 миллиарда человек. В рамках организации Казахстан систематически помогает пшеницей и мукой нуждающимся странам, в том числе Афганистану. Политика должна помогать экономике. На саммите прикаспийских государств Касым-Жомарт Токаев сконцентрировался на перспективах дальнейшего сотрудничества. В условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей наших государств. Существенно возросла роль транскаспийского международного транспортного маршрута для транзитных потоков между Европой и Центральной Азией и Китаем. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора север-юг. Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги Казахстан, Туркменистан, Иран. Это кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. На заседании Совета иностранных инвесторов, в который входят главы крупных транснациональных компаний, Токаев говорил: «Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность». В прошлом году зарубежные партнеры инвестировали в нашу экономику около 24 миллиардов долларов, на 38% больше, чем годом ранее. Свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики. Мы очень дорожим... Ставьте лайки, Оля говорит. Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать все, чтобы безукоризненно выполнить все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Для инвесторов двери в Казахстан открыты. Президент Токаев отправился в Саудовскую Аравию и в королевском дворце Каср-ас-Салам вел переговоры с наследным принцем Мохаммадом бен Салманом бен Абдаль-Азизом Аль-Саудом. Наследному принцу нет и 40, и он руководит страной уже почти 5 лет. Его отец, король Салман,
которому пошел 9-й десяток, редко появляется на публике. Когда король уйдет в мир иной, принц станет полноценным властителем родины ислама и владельцем крупнейших в мире запасов нефти. Наследный принц легализовал кинотеатры и концерты, позволил женщинам ходить, водить машину и одеваться столь же свободно, как в Дубае и Бахрейне, сократил роль духовенства и практически упразднил религиозную полицию. И он обещал выстроить принципиально новую экономику, которая не будет зависеть от экспорта нефти. Токаев. Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана. Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес. Наследный принц назвал хорошим уровень отношений между двумя странами. В нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координированность которую будет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Саудовские компании заинтересованы инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса. Касым-Жомарт Токаев совершил Умру, Малый хадж, в главную святыню ислама, город Мекка. А каждый мусульманин обязан совершить хадж, паломничество к священным местам Саудовской Аравии. Пресс-служба главы государства сообщила, президент был удостоен особой чести. Он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубокого уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана. Кааба – мусульманская святыня, которая находится во внутреннем дворе мечети Аль-Харам, заповедная мечеть, в Мекке. В Коране сказано, что Кааба – первое сооружение, возведенное для поклонения Аллаху. А во время визита президента Токаева в Турцию было подписано 14 документов, в том числе и касающихся военных дел, в частности протокол о сотрудничестве в области военной разведки, на что многие обратили внимание. Заместителя министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта Султана Камалидденова спросили в Мажилисе, предусматривает ли соглашение помощь в случае нападения на республику. Генерал ответил, что это значит, кто нападет. Демаркация границ прошла, претензий никаких нет. Вероятность дестабилизации имеется, в основном это внутри, но вместе с тем мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией. Оно со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном. А Россию сегодня беспокоит отношения с Казахстаном. Существует один болезненный вопрос. У нас иногда публично говорят, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Президент Токаев считает, что вопросами истории должны заниматься профессиональные ученые, а не политики. В случае расхождения мнений можно создать совместную комиссию историков, которые проработают над белыми пятнами. В Казахстане выпады политиков в общественных деятелей в России воспринимаются крайне болезненно. На каждое заявление о территориальных подарках Казахстану следует отповедь. Подождите, извините. Казахстану следует отповедь казахстанских парламентариев и даже Министерства иностранных дел. В Астане уже заговорили о казахофобии. В условиях невнятной геополитической конфронтации нужна ли России полемика с таким важным международным игроком и соседом? Государственную позицию России сформулировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят, неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали. Может быть, из-за этого
Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. Мы развиваем союзнические отношения. Я понимаю, почему министр иностранных дел высказался на эту тему. Дело в том, что в других соседних странах тоже были, есть и будут политики, которые, глядя на Россию, говорят об исторической принадлежности тех или иных земель. В Китае, который нам сосед, и Казахстану, есть те, кто вслед за Мао Цзэдуном считает, что когда-то Россия захватила китайские земли. Вот кто радуется призывам и переделу государственных границ. Когда смотришь на политическую карту мира, ищешь союзников и друзей России. Не так их много, надо ими дорожить. Могут быть споры, противоречия, это нормально, но ни в коем случае не надо давать повода радикалам ссорить друзей и союзников. При Назарбаеве приняли решение перевести казахский язык с кириллицы на латинский шрифт, которым когда-то пользовались. При советской власти арабскую письменность сначала заменили латиницей, затем кириллицей. В ноябре 1940 года был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Токаев стал президентом, сказал: «Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита. Предложенные 3 варианта латиницы оказались несовершенными, поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя. Речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу. Нужна реформа казахского языка, его модернизация. Ждем авторитетного мнения наших ученых». На национальном Курултае президент повторил, что Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа. Это очень сложный лингвистический вопрос, это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику, однако неудачно. Главное, чтобы граждане, особенно наша молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей, то есть надо пересмотреть правила правописания нашего языка. Например, буква «ы», часто встречающаяся в словах казахского языка в кириллической графике. Если вы механически скопируете эту букву в латиницу, то в каждом соответствующем слове появится английская буква Y. Это неправильно. Нашим тюркоязычным братьям трудно читать слова, где часто встречается буква «ы». Возьмем, к примеру, слово «тишина» – «тыныштык». Именно поэтому я поручил Академии наук разработать специальную программу для новой орфографии казахского языка. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на надписи на билбордах, на улице и названия министерств. Наш язык искажается. Откровенно говоря, это кажется противным природе казахского языка, неестественным и даже смешным. Нам не нужна такая поверхностная языковая реформа. Нам нужна настоящая реформа. Язык – это душа нации. К нему нельзя относиться с пренебрежением. Переход с кириллицы на латиницу отложился надолго. Когда президент Токаев выступает, то обязательно на 2 языках, переходит с казахского на русский и наоборот. Мы руководствуемся принципами единства в многообразии. По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом и единой нацией. В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа. Они пользуются всеми правами. В одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению. На сессии Ассамблеи народа Казахстана Токаев жестко заметил: неприемлема какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Хочу отметить, что имеющиеся факты дискриминации, так называемые языковые патрули, это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Президент объявил выговор послу Казахстана в Египте Кайрату Лама Шарифу за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан.
Этот пункт гласит, что госслужащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности. Что произошло? Посол Кайрат Лама Шариф на своей странице в социальных сетях предложил избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России, называть республику не Казахстаном, а казахским государством и заменить названия городов и областей русского происхождения на казахские. И вообще впредь именовать области Казахстана регионами, поскольку в казахское слово «облыс» происходит от русского. В интервью телеканалу «Россия-24» президент Токаев говорил: «Преемственность дружбы и союзничества между нашими странами, именно преемственность сохраняется в полном объеме. Я, как глава государства, буду делать все возможное для сохранения поистине дружеских взаимоотношений между нашими странами. Мне кажется, дружба между нашими странами, тем более нас не разделяет, а объединяет самая большая сухопутная граница в мире. Эта дружба должна носить абсолютно перманентный вечный характер». Президент Токаев любит свою страну, знает ее историю. Казахская интеллигенция по-новому смотрит на место Великой Степи в глобальной истории и не считает степняков отсталыми. Еще до январских событий в 2022 года я спрашивал Токаева: «Вы видите историческое прошлое Казахстана несколько иначе, чем это было в советские годы и в советских учебниках?» Конечно, в советский период мы читали одни учебники. Сейчас с наступлением новых геополитических реалий возникает ощущение нового восприятия истории, нашего прошлого. Это вполне естественно. Главное, ни в коем случае нельзя допускать конфликтности, конфронтации при рассмотрении тех или иных исторических фактов или проблем. Историю нельзя рассматривать сквозь призму конфликта и с тем или иным государством, особенно в нынешнее время. И вообще, историей должны заниматься историки, не политики. Это мой исходный принцип. Не так давно научный совет Международной тюркской академии одобрил единые учебники для тюркских стран: общая тюркская история, общая тюркская литература и география тюркского мира. Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, что эти предметы не обязательные, а факультативные. Я спрашивал президента: «Такое ощущение, что в последнее время между нашими странами возникло несколько болевых точек, порожденных словами отдельных персонажей. С нашей точки зрения, что можно и нужно сделать, чтобы нашими партнерскими, дружескими, союзническим отношениям ничто не угрожало?» Токаев: «Прежде всего должна быть политическая и, конечно, историческая ответственность. Просто так взять и что-то ляпнуть – дело нехитрое. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. И слово может нанести очень серьезный урон, в том числе и межгосударственным отношениям. Поэтому я вновь повторяю о необходимости проявления ответственности, особенно когда речь идет о политиках, депутатах. Мы публично не драматизировали их высказывания. Я вполне удовлетворен беседой, которая состоялась в ходе моего визита в Москву. С Владимиром Владимировичем Путиным мы беседовали более 2 часов. Он прекрасно понимает значение Казахстана для России. Говорит о признании современных геополитических реалий. В 2005 году был подписан договор о прохождении границы между Казахстаном и Россией, который ратифицирован парламентами наших стран. Следовательно, на международном уровне граница между нашими странами зафиксирована, а все остальное – это безответственность и неправильное восприятие того, что происходит в современном мире. В июне 2022 года президент Казахстана принял участие в пленарном заседании юбилейного 15-го Петербургского международного экономического форума на тему «Новый мир, новые возможности». Токаев рассказал: «В Казахстане сейчас осуществляются масштабные политические и экономические реформы. Они направлены на перезагрузку государственного управления и строительство справедливого нового Казахстана. Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрение инвестиций. В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости.
Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение справедливого общества, устранение социального неравенства. Токаев назвал актуальной задачей укрепление потенциала Евразийского экономического союза. Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия. В прошлом году взаимный товарооборот двух стран вырос почти на треть и достиг более 24 миллиардов долларов. Это рекордные для нас цифры. В текущем году положительная динамика сохранится. На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках Евразийского экономического союза. С учетом новой реальности, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некого буферного рынка. В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии. Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания большого евразийского партнерства. Построение мировой стабильной и экономики сильной Евразии станет мощным фактором устойчивого развития. Он отметил хорошие перспективы для вывода промышленной кооперации между Казахстаном и Россией на качественно новый уровень. Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки с соответствующей инфраструктурой и создаваться благоприятный инвестиционный климат. В принципе, это уже делается. Президента Казахстана спросили о влиянии санкций. На вашу страну наверняка давят, на вас лично наверняка оказывают давление. Мы об этом можем только догадываться. Другим странам вторичными санкциями угрожают и прочее. Получится ли у нас? Токаев ответил: я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Санкции существуют, мы эти санкции учитываем. Но сама география, не говоря уже об истории, предполагает, что мы должны находиться вместе с Российской Федерацией и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях. Я упомянул о наличии специальной программы промышленной кооперации между нашими странами. В новых реальностях будем работать. Евразийский экономический союз, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Это очень сложная работа – находить взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры, поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но в подавляющем большинстве случаев мы находим решение. Это радует. Президент России откликнулся на эти слова Токаева. Мой коллега сказал по поводу того, что бывают споры. Они всегда у нас, в закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромиссы, что чрезвычайно важно. Касым-Жомарт Кемелевич сказал об объемах нашей торговли. Как бы кто со стороны не давил, это отменить невозможно. 24 миллиарда долларов оборот в прошлом году, а за первые 4 месяца 12 с лишним миллиардов. Это невозможно отменить при любом давлении. От этого зависит сотни и тысячи рабочих мест и благосостояние миллионов людей. Как это отменишь? Сказал коллега о китайских капиталовложениях, но российских в экономику Казахстана 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов, вложенные в конкретные производства в Казахстане, имеют наверняка большое значение. Тем более у нас очень насыщенная программа промышленной кооперации. Вот что важно. И не только доставшаяся кооперация от Советского Союза, но и развивающаяся вновь на новой технологической базе. Это очень важно. Что касается Казахстана, то действующий президент, мы с ним обсуждали много раз эти вопросы, знаю, уделяет этому тоже большое внимание. Не случайно, несмотря на то, что я это, честно говоря, не очень приветствую, но, скажем, в области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут из России в Казахстан. Там работают сегодня, потому что условия хорошие созданы. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане. Касым-Жомарт Токаев. Благодарю вас за такой комплимент. Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление,
Возможно, со временем они вернутся на родину, в Россию, но во всяком случае, именно здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно. Президент Казахстана рассказал о проводимых им реформах. Люди видят несправедливость, это порождает социальную депрессию. Именно поэтому я принял решение создать специальную комиссию, которая занимается возвращением государственной собственности, активов, которые были приватизированы незаконно с применением административного и политического ресурса. Кроме того, я создал комиссию во главе с генеральным прокурором, которая будет заниматься возвратом финансовых ресурсов, незаконно вывезенных за рубеж. Что касается реформы правоохранительной системы, то это очень актуальная проблема. Для Казахстана, во всяком случае. У нас были шатания в ходе реформ. То мы уходили в гуманизацию, использовали опыт европейских стран, то уходили в сторону ужесточения. То есть не было четкого понимания, что мы хотим в конце концов. Сейчас у нас так называемая золотая середина. Она базируется на потребностях наших граждан, которые хотят видеть в лице полицейских надежную защиту и, самое главное, неподкупных людей. Зашла речь и об опыте Китая, Токаев. Владимир Владимирович очень интересно рассказывал об этой стране. Я сам по первой профессии китаист и хорошо знаю эту мудрость, которую сегодня вспоминал председатель КНР Си Цзиньпинь. В каждой благоприятной возможности таится опасность, в каждой неблагоприятной опасности кроются возможности, и все вместе это называется кризисом. Слово «кризис» состоит из двух иероглифов, я до сих пор помню, как они пишутся. Первый иероглиф – это опасность, второй иероглиф – это возможность. В каждом кризисе есть опасность, но есть и возможности. Я думаю, мы должны исходить из этого. Кстати говоря, вспомнили компанию Huawei. Я почти 8 лет провел в Китае, и у меня была возможность посетить эту компанию в самом начале ее деятельности. Помню, тогда эта компания располагалась в 3 комнатах. Тогда, конечно же, никто не верил, что это потом станет компанией глобального масштаба, но это произошло. В чем успех Китая, на мой взгляд? Во-первых, они сумели очень прагматично выстроить концепцию. Это сделал Дэн Сяопин. То есть капиталистический способ производства был наложен на социалистическую базу и назван социализмом с китайской спецификой. Во-вторых, конечно же, они своевременно поняли значение высоких технологий, и именно здесь достигли больших успехов. Шли к этому постепенно. Вначале производили товары первой необходимости, продавали их за рубежом, зарабатывали деньги, привозили в Китай. Эти деньги инвестировали в развитие технологий, в том числе и на приобретение этих технологий разными способами за рубежом, о чем говорил Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки и уже нынешний, без 20 дней, который обижался на китайцев. Но именно в технологической сфере они достигли больших успехов и поставили задачу на последнем съезде партии превратить всю страну в кибердержаву. Я думаю, именно здесь таится секрет их успеха, правильно выбранный приоритет. Владимир Путин говорил о неизбежности изменения мировой экономической модели. Спросили мнение президента Казахстана. Токаев. Я думаю, что сама жизнь диктует подобную необходимость. С другой стороны, согласен с тем, что сказал президент Российской Федерации относительно невозможности, да и отсутствия необходимости ухода в самоизоляцию. Все же я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического и тем более инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества. Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое направление, потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом. Для Казахстана Китай имеет очень большое значение как рынок. Мы имеем общую объединяющую нас границу протяженностью более 2000 километров. Все, что производится у нас, будь то сырье или, допустим, готовые изделия, шоколад, растительное масло, находят очень широкий спрос и потребление именно на китайском рынке. Поэтому мы ценим наши взаимоотношения с Китайской Народной Республикой. Это надежный партнер, что бы ни говорили о Китае в современном мире. Сейчас в одиночку очень трудно выживать. Конечно, у России гораздо больше возможностей,
поскольку экономика сравнительно большая, страна большая. У нас меньше возможностей. Откровенно говоря, хотя потенциал казахстанской экономики довольно значительный. Во всяком случае, в Центральной Азии наша экономика больше, чем экономики центральноазиатских стран вместе взятых. Но, конечно же, мы не относимся к этому самонадеянно, поскольку одно дело достичь успеха, но затем утратить завоеванные позиции. Это можно сделать довольно быстро. Потому сейчас в этих условиях глобальной конкуренции нам нужно постоянно находиться в форме. Именно этим Казахстан и занимается. На форуме зашел разговор о технологическом прогрессе, об искусственном интеллекте, о тех, кто создает будущее. Токаев с сожалением заметил: желательно, чтобы такие интеллектуально развитые люди имели бы возможность работать в наших странах, будь то Казахстан или Россия. Почему-то они в основном двигают прогресс в других странах. Они уезжают из наших стран и там работают. Это наше, я считаю, упущение. И, конечно же, президент Токаев говорил о взаимодействии с Россией, ключевым стратегическим партнером Казахстана. Есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двухстороннего сотрудничества. Думаю, оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении. Я хотел бы подчеркнуть, что Россия является самым крупным, я бы сказал, авторитетным государством в постсоветском пространстве, в чем немаловажная роль принадлежит нынешнему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я признателен Владимиру Владимировичу, который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля по отношению к Казахстану. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами. Эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране. Президент России Владимир Путин отозвался на слова Токаева. Это важно, я согласен с коллегой. Послушайте, в современных условиях каждое ведомство, каждая страна в целом, конечно, думает о том, как избежать каких-то издержек. Это абсолютно естественная вещь. Но на рабочем уровне всегда можно найти решение любой проблемы, если есть воля. У нас такая воля с Казахстаном есть. Я хочу, чтобы это было понятно. Казахстан является нашим союзником в прямом и самом широком смысле этого слова. Также в Петербурге Токаев, отвечая на не имевший отношения к теме беседы вопрос, сказал, что его страна ни при каких обстоятельствах не признает квазигосударственные территории, имея в виду Донецкую и Луганскую народные республики. Он, как профессиональный дипломат, сослался на необходимость неукоснительного соблюдения Устава ООН, где принцип территориальной целостности государств, по его мнению, является абсолютно приоритетным. Заявление Токаева прозвучало как мировая сенсация во всех средствах массовой информации и комментировалось как попытка Казахстана выйти из-под доминирующего влияния России. А это было заявление, продиктованное идеей защиты территориальной целостности Казахстана. Теперь, в условиях геополитической напряженности, это его главная забота. После Петербургского международного экономического форума многие поражались откровенности президента Казахстана. Он же дипломат, а дипломаты таят свои истинные мысли и настроения. Это ошибочное представление. Если дипломат начинает сочинять какие-то ходы, он тем самым может ненамеренно дезинформировать собеседника, а это опасно. В современной дипломатии можно промолчать, обманывать нельзя. Токаев по своему характеру чужд импровизациям, тем более на международной арене. Дипломаты очень откровенны в личных разговорах. Один другому скажет на ухо то, что не произнесет публично, но только в том случае, если твердо знает, что партнер не разгласит конфиденциальную информацию. Между профессионалами должно быть доверие, даже в том случае, если они ни о чем не договорились, если они придерживаются противоположных точек зрения. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя обманывать. Последствия весьма плачевные. Между дипломатами, а следовательно между двумя государствами, исчезает доверие, отношения ухудшаются. Токаев сказал в интервью Bloomberg Television: президент России Владимир Путин не является надежным союзником Казахстана, и как президент своей страны я очень рад, что у меня близкие отношения с Путиным. В июне 2022 года в Москве собрались министры обороны государств-участников СНГ.
Казахстанский министр, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, встретился с министром обороны России, генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили новый договор о развитии военного сотрудничества и его ключевые моменты. Генерал армии Сергей Шойгу: рассматриваем вашу страну в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России. Исходя из этого, мы выстраиваем взаимодействие в военной сфере, который является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центральноазиатском регионе. Россия высоко оценивает достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном. Шойгу отметил, что успешно реализуется программа стратегического партнерства Казахстана и России в военной области. Одним из важных направлений сотрудничества он назвал действующие на территории Казахстана российские полигоны, на которых испытываются современные и перспективные образцы вооружений и военной техники. Мы с благодарностью хотели бы оценить ту работу, которую приводят наши коллеги в Казахстане, чтобы эти полигоны были работоспособны, эффективны и несли пользу в том числе и в обеспечении безопасности наших государств. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков подтвердил: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что у Казахстана и России нет каких-либо острых углов во взаимоотношениях. Президент Путин не раз высказывался на эту тему. У нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские. Мы члены одного оборонного блока ОДКБ. Мы члены одной экономической организации. Кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном по каким бы то ни было вопросам? Это чушь, понимаете? Мы заинтересованы в укреплении таких отношений. В Астане ценят, что Москва понимает важное стратегическое значение Казахстана для российского государства и надеются, что такая разумная и рациональная позиция будет носить долговременный, а возможно и вечный характер. Вот мы и дочитали заключительную главу книги «Трагический январь». Янчик вам привет передает, поздравляет всех с Новым годом, желает счастья, здоровья, успехов и всего самого доброго. Да, впереди у нас много интересных книг, но уже не про политику, а про более высшее искусство.